Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но я надеюсь, если подключить интуицию к метафорическим образом карт, какой-то инсайт мы получим. Ну или приятно проведем время, я надеюсь. Все равно, когда мы смотрим на карты, мы обдумываем какую-то свою ситуацию, и у каждого она своя. Итак, первая карта будет у нас традиционно. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности для вас, мои дорогие тельцы? Чему сейчас не время или что нам может помешать? Давайте узнаем, а что же нам будет помогать? И что от меня скрыто? Вот такую карту достанем. В первую очередь это имеется в виду скрыто то, что мы где-то не замечаем или не придаем значения. И три карты мы достанем по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, как на неделе будут складываться, деньги и личная жизнь. Что важно знать? Паш Пентаклей. Ну, новые начинания. И у каждого тут по-своему проиграются. Либо вопросы, кстати, связанные с детьми, либо вопросы, касающиеся денег. Это бизнес, работа, ваше творчество, может быть, или это ваше ремесло. То есть наше занятие, с помощью которого мы зарабатываем деньги. Все-таки у нас Пентакли. И часто по этой карте это какой-то предполагается прогресс, но словно с элементом обновления. Или мы приступаем к чему-то новому, или мы работаем в новых условиях. У кого-то мы работаем по новому графику, у кого-то, увы, может быть, отчет надо переделать, потому что форма поменялась. Но есть элемент обновления. Мы что-то делаем, но не совсем стандартно, как прежде, а вот с каким-то, ну, другим фокусом либо внимания, либо в какой-то новой обстановке. Такое тоже может проиграться. Но, повторюсь, эта карта нам предполагает уже продолжение прогресса в деньгах, то есть это на длительный период, эта карта всегда рассчитана, значит, даже если мы приступаем к какому-то совершенно новому делу, скорее всего, оно будет для вас перспективно, мои дорогие тельцы. Но карта предполагает в себе, что мы должны где-то адаптироваться, потому что есть элемент новизны. Но вообще все идет где-то по плану. И всегда Паш Пентаклей сама по себе карта стабильности. Чего не избежать? Любви, мои дорогие. Вот так вот. Ну, видимо, какая-то ваша личная история. Она будет на первом месте, чего не избежать. Здесь, безусловно, у каждого по-своему, потому что личная жизнь– это область чувств, и нет, наверное, общих каких-то знаменателей таких, и карта это говорит, искренние отношения. У кого-то может она означать, что есть возможность со всеми договориться, уладить, если даже мы по делам идем, предположим, в какие-то инстанции. Эта карта сама по себе дипломатию предполагает или диалоговую форму. Это когда мы где-то открыты миру, мы настроены на то, чтобы нас правильно поняли, услышали, ну, то, что мы хотим осуществить, да, и как раз мы и получаем то, что мы где-то планировали. Любое дело практически мы можем уладить на следующей неделе. Поэтому я так думаю, что вы должны остаться довольны. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Да нет ничего, чему бы не было времени. И по королю кубков у кого-то просто и работа, и личная жизнь. И вам придется это совмещать. И король кубков, он как раз умеет правильно распределить силы, время и, главное, эмоции. Потому что он наиболее удачлив, если мы говорим, это вопрос любви, притягательные люди, и это вопросы финансового обеспечения. Но если мы о финансах или о деньгах, то тогда эмоции нам могут помешать. Вот как раз короля кубков отличает, что он словно, когда вопросы касаются дел или денег, там чувства мы должны исключить. Ну а там, где
Вопросы касаются любви, вот там мы проявляем просто чувства. И у вас как раз две карты выпало. Одна пентаклевая, другая нам про любовь, про чувства, про взаимопонимание. И король кубков для кого-то будет просто означать дела вашей семьи. Может быть и в целом спокойный период. И сама по себе неделя, она в каком-то таком планомерном развитии идет. По крайней мере, по трем этим картам нам не сказали про какую-то неожиданность. Значит, то, что вы себе наметили, мои дорогие тельцы, где-то так оно будет идти. Ну, разве что, я бы сказала, с какими-то приятностями. Все-таки раз двойка кубков выпадает, и чего не избежать. Любви как будто не избежать. Кто знает, может быть, у вас в эту неделю произойдет знакомство какое-то. Может быть, это любовь с первого взгляда, правда, которая, ну, даже вы как-то быстро перейдете на какую-то стадию отношений, когда обсуждать будете, ну, совместное проживание, может быть, и так у кого-то проиграется. И это новые тогда, может быть, отношения, которые вполне так можно предположить, быстро какой-то, быстрым романом, может быть, у вас закрутятся вот как-то так, чувства у вас совпадут друг с другом, понимать будете. Хотя я бы не сказала, что по ретро-Венере, ну, тут предполагается какое-то длительное продолжение, потому что, ну, есть такое, что если знакомство даже происходит по ретро, то значит есть какой-то нюанс или риск, что, ну, возврат будет. Ну, чтобы там астрологические прогнозы не говорили, тем не менее есть такой вариант, что да, состояться может знакомство. А я думаю, что для тех, кто в паре, просто очень душевно теплая неделя такая, знаете, на взаимопонимании, на поддержке основанная, когда вы в каком-то спокойном своем, мои дорогие тельцы, ритме будете, ну, заниматься тем, что вам нравится именно, вы остаетесь довольными, и нет просто каких-то неожиданностей. Что нам помогает? Ну, может быть, карта отшельника, она как раз говорит о том, что нам никто не мешает. И это уже можно считать, как нам помогает. С другой стороны, вот то значение, когда я сказала по королю кубков, если мы занимаемся решением каких-то деловых вопросов или денежных, мы не должны туда присоединять чувства. Ну, наверное, и наоборот. Всему свое время как будто. И по отшельнику, это ведь у нас больше философ. Это тот, который умеет разгадывать тайны, распутывать что-то. Может быть, какая-то ваша история или, ну, есть какой-то нюанс в вашей паре, или, может быть, это касается вашей работы, когда тоже вы будете, ну, какую-то обстановку как будто вам надо прояснить. У отшельника фонарь, который включается именно тогда, когда это необходимо. И вот это не что иное, как прообраз нашей интуиции. И идет отшельник, нарисованный на этой карте, по своему пути. А путь это словно, я надеюсь, это видно, он словно висит в пространстве, в воздухе, не крепится ни на что вот эта дорога. Поэтому я и говорю, жизненный путь. И включается этот фонарь, загорается и змея впереди. Поэтому будьте внимательны, наверное, но тем не менее нам помогает это в значении, значит, что-то мы вовремя можем предвидеть. Значит, если есть какие-то тут нюансы, мы как-то можем скорректировать обстановку, даже если мы договариваемся, например, со своими близкими. Почему нет? Значит, есть возможность достичь взаимопонимания, чтобы нас правильно поняли. Потому что, повторюсь, какую-то сложную ситуацию, мои дорогие тельцы, скорее всего, вы увидите то, что есть по факту. И как правильно поступить, будете знать, скорее всего, вы. И я бы сказала, знаете, несмотря на любовь, несмотря на то, что спокойные такие карты, но все же карта отшельник, нам, это старший аркан, может быть, знаете, еще на эту неделю, но пусть это в значении помогает даже. Может быть, вы получите какое-то известие в течение недели, когда просто от вас потребуется вот такое благоразумие, хладнокровие и где-то мудрость. Принять то, что мы не в силах изменить. Вполне вероятно. И значит, тогда нет смысла по какому-то поводу сожалеть, может быть, переживать. Или, ну вот,
если нет у нас как будто не вариантов, нет у нас каких-то рычагов управления ситуацией, может быть, чего угодно ведь это касается. У кого-то информация, у кого-то, ну, какая-то деталь, которая не стыкуется, например, в обычной даже, может быть, нашей жизни, бытовой. Ну, значит, мы тут тоже где-то воспринимаем это спокойно. Но я повторюсь, ничто не мешает лично вам осуществлять свои планы, намеченные, как будто все у вас идет так, как вы хотите. Что от нас скрыто? Прекрасно. Счастье от нас скрыто, мои дорогие тельцы, и нам карта говорит, конечно, это не явно что-то скрыто. Хотя вот если в значении мы добавим отшельника, правда ведь у кого-то может быть, когда, знаете, вроде бы все хорошо, да, будем говорить, и получаем какую-то новость, и мы можем быть обескуражены, и тогда нам карта говорит, что вот ты сейчас как будто не должен переключаться на что-то другое или в какие-то другие вопросы, или ты не можешь повлиять на ситуацию или информацию, которую вы услышите, или на какое-то дело. Твоя задача сейчас заниматься, может быть, упрочением где-то своего положения, своей личной жизнью, делами своей семьи, делами своих детей, может быть, да, если вот мы говорим на карте, это 4 жезла, это всегда, знаете, карта уверенности, и это праздник после победы называется эта карта, поэтому есть в чем-то у вас на неделе победа, нам ее как нужно удерживать, нам предлагают радоваться жизни, не переключаться на какие-то проблемы, которые мы не в силах изменить, или информацию какую-то. Ну, примите, наверное, это к сведению. Правда. Ну, видимо, какова бы она ни была, мы не должны нарушить словно свои либо планы, либо свое счастье, вот сказала бы и так. Дела, работа, бизнес. Ну, есть что-то по 4 кубков, которое, ну, либо тормозится, либо идет не так. И, может быть, усталость, кстати, у кого-то из вас. А нам карта говорит, ты должен увидеть какие-то свои возможности, правда? Может быть, у кого-то вот этот отшельник проиграется, поскольку старший аркан. А, как я сказала, по старшим арканам это всегда что-то к нам приходит извне. Это то, что, ну, вот от нас явно не зависит. Здесь у кого-то может еще эта карта говорить, все-таки у нас кубок как будто нам предлагают. И наша задача увидеть этот кубок, воспользоваться тем, что или той возможностью, которая у нас сейчас есть. Не сожалеть о чем-то и не строить каких-то радужных замков, а быть где-то реалистом и чего-то не упустить. Ведь тут по 4 кубков самое главное чего-то не упустить. От чего-то не отказаться, не пройти мимо, вовремя что-то подметить, заметить, ну, и отдохнуть, безусловно, тоже об этом нам говорит карта. Не совсем про работу, может быть, о возможностях каких-то, скорее нам говорят. А так у нас все идет где-то по плану. Финансы. Рыцарь кубков могут быть как приятные подарки. Рыцарь кубков, да, тут больше про личную жизнь. Могут быть деньги от вашего партнера, если вы проживаете с семьей или просто паре, значит, ну все равно какие-то приятности будут. А может быть, для кого-то действительно предложение руки и сердца или какая-то новость, касаемая вашей семьи, вашей пары, которая вас вдохновит и порадует. Все-таки рыцарь кубков здесь нам про чувства. И я могу предположить, поскольку у нас скрыто уже выпадает 4 жезлов, она в целом такая всеобъемлющая карта, 4 у нас показаны жезла, как 4 столпа, надежность, уверенность, поэтому уже в значении этой карты предполагается, что у нас, ну, как бы все сбалансировано, ну и финансы, понятно, тоже. Значит, по финансам больше будет в любом случае каких-то приятностей, мои дорогие тельцы. И в личной жизни паж кубков, правда, новости, какие-то признания в любви, может быть, и подарки, опять же, или сам по себе какой-то конфетно-букетный период у кого-то, или какие-то, знаете, вдохновляющие приятности, как комплименты, например, или приглашение куда-то отправиться, может быть, вместе посидеть в кафе, даже если вы в паре. Тут, знаете, как обновление чувств, может быть, или новые грани чувственности, или что-то, может быть,
очень доброе, хорошее, счастливое, мои дорогие тельцы, у вас на повестке дня. И поэтому, что бы мы тут не узнали, мы не должны нарушить, знаете, как словно гомеостаз своего счастья или гомеостаз своего хорошего настроения, своих дальнейших планов и какой-то перспективы. Вот все же у нас начинается с пажа пентаклей, а заканчивается пажом кубков. Потому что, понимаете, какой-то на длительный период, словно мы на неделе закладываем траекторию движения. И ведь это вот именно теперь, вот в эти дни, в этот месяц, это очень важно, потому что уделим мы внимание чему-то, то, что для нас как благополучие составляет счастье, радость, значит, и на несколько лет вперед где-то мы будем идти в той же траектории. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. Вообще неделя как будто не совсем даже про работу приглашает нас отдохнуть, расслабиться. Я понимаю, что так не бывает, наверное, но не вкалывать так это уже точно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.